В морозный декабрьский вечер владелец известной ресторанной сети Ричард Хадсон достал старое пальто, надел потертые брюки, стоптанные ботинки и вышел из дома, опираясь на дешевую трость. Седая борода скрывала его лицо, поэтому никто не узнал бы в оборванном старике владельца 8 престижных ресторанов Сент-Луиса. Ричард задумал эту проверку после того, как врачи сообщили, что его болезнь быстро прогрессирует и времени осталось немного. Теперь ему предстояло решить, кому передать дело, которое он создавал почти 40 лет. Единственный сын, 30-летний Брэндон, совершенно не подходил на роль наследника. Он жил за счет отца, менял дорогие автомобили, устраивал шумные вечеринки и проигрывал крупные суммы в казино. Брэндон редко навещал больного отца, но постоянно звонил адвокату и пытался узнать содержание завещания. Однажды Ричард услышал, как сын говорил приятелю, что скоро получит ресторанную империю, продаст половину заведений и уедет развлекаться в Европу. После этого старик понял, что кровное родство еще не делает человека достойным наследства. В 17 лет Ричард устроился посудомойщиком в маленькое кафе возле автобусной станции. Хозяин заметил его старания, научил готовить и постепенно начал доверять ему кухню. Через несколько лет он получил кредит и открыл первое кафе возле городского рынка. Ричард никогда не прогонял человека, которому не хватало денег на обед, поскольку хорошо помнил собственное голодное детство. Со временем сеть выросла, а наймом сотрудников и текущим управлением занялась отдельная компания. Ричард получал хорошие отчеты и долго верил, что его правила по-прежнему соблюдаются. Теперь он решил проверить это лично, появившись в нескольких ресторанах под видом бездомного. Первым он посетил Медную башню в деловом центре города. В зале оставались свободные столики, но администратор сразу преградила ему дорогу. Старик попросил купить тарелку супа и немного погреться, однако женщина заявила, что его присутствие будет беспокоить постоянных клиентов. Когда Ричард показал несколько смятых купюр, она позвала охранника и приказала вывести его на улицу. Во втором ресторане управляющий не позволил ему даже переступить порог. Он посоветовал обратиться в бесплатную столовую, а после закрытия проверить мусорные контейнеры возле кухни. На вопрос о владельце мужчина рассмеялся и заявил, что хозяин давно болен и ничего не контролирует. В третьем заведении официантка объяснила, что состоятельным гостям будет неприятно видеть рядом оборванного незнакомца. Ричард сказал, что готов заплатить за самое дешевое блюдо, но девушка отправила его в городской приют. Выйдя на улицу, Ричард почувствовал разочарование и стыд. Когда-то он создавал рестораны, где уважали каждого гостя, но за годы его отсутствия эти принципы превратились в пустые слова. Старик уже хотел вернуться домой, однако решил посетить последнее заведение — ресторан «Дом у реки» в пригороде Коллинсвилла. Ричард обошел здание и постучал в служебную дверь. Ее открыл шеф-повар Натан Миллер, крепкий мужчина лет 40 с усталым, но доброжелательным лицом. Старик объяснил, что сильно замерз, давно не ел и хотел бы купить самое недорогое блюдо. Натан попросил немного подождать и закрыл дверь. Ричард решил, что повар пошел за охранником, однако через несколько минут мужчина вернулся с сухим полотенцем. Он пригласил старика внутрь, посадил возле кухни и налил горячий чай. Вскоре перед гостем появились густой суп, свежий хлеб, тушеное мясо и кусок яблочного пирога. Натан не задавал унизительных вопросов и не пытался выставить свою доброту на показ. Он попросил старика спокойно поесть, после чего вернулся к плите. Закончив ужин, Ричард достал деньги и попросил принести счет. Повар отказался брать плату и посоветовал сохранить деньги на ночлег. Тогда Ричард спросил, почему здесь его приняли, хотя в остальных ресторанах даже не позволили войти. Натан рассказал, что много лет назад сам оказался без дома.
Однажды хозяин придорожной закусочной накормил его и предложил мыть посуду. Позже этот человек научил Натана готовить и помог ему вернуться к нормальной жизни. С тех пор повар не мог захлопнуть дверь перед тем, кто просил немного еды. Натан признался, что мечтает открыть столовую, где состоятельные посетители будут платить обычную цену, а люди в беде смогут поесть бесплатно или помочь на кухне. Осуществить эту мечту пока не удавалось, поскольку большую часть заработка он тратил на лечение пожилой матери. Перед уходом Ричард поблагодарил повара, незаметно положил под тарелку конверт и вышел. Внутри лежали $2000 и записка: «Не отказывайтесь от своей мечты». Обнаружив деньги, Натан выбежал на улицу, но старик уже исчез. Половину суммы повар отдал посудомойщику, которому грозило выселение, а остальное передал местному приюту. Через несколько дней Ричард поручил адвокату Генри Блейку провести тайную проверку всей сети. Специалисты обнаружили завышенные расходы, незаконные штрафы, удержанные чаевые и выброшенные продукты. Только «Дом у реки» регулярно передавал лишнюю еду благотворительным организациям и честно платил сотрудникам. Получив результаты проверки, Ричард изменил завещание, но ничего не сообщил сыну. Брэндон продолжал устраивать вечеринки и уже выбирал покупателя для отцовского загородного дома. Однажды он приехал к больному отцу и сразу спросил, где хранятся документы на рестораны, даже не поинтересовавшись его состоянием. Старик ответил, что имущество будет распределено справедливо, после чего попросил сына уйти. Через 2 месяца Ричард умер во сне. На похороны Брэндон опоздал, а во время церемонии несколько раз выходил поговорить по телефону. Через неделю в кабинете адвоката собрались сын, руководители компании и ничего не понимавший Натан. Брэндон сидел уверенно и спрашивал, когда сможет вступить во владение ресторанами. Генри открыл завещание и сообщил, что сыну предназначена небольшая квартира, недорогой автомобиль и ежемесячная выплата, которой хватит на простую жизнь. В письме Ричард написал: «Я оставляю тебе достаточно, чтобы ты не голодал и не оказался на улице, но не настолько много, чтобы ты продолжал разрушать свою жизнь. Все остальное тебе придется заработать самостоятельно». Затем адвокат объявил, что ресторанная сеть, главный дом и большая часть состояния переходят Натану Миллеру. Повар решил, что произошла ошибка, пока не увидел фотографию Ричарда. Он сразу узнал в знаменитом рестораторе бездомного старика, которого впустил через заднюю дверь. Вместе с документами Натан получил письмо. «Мне был нужен человек, который не делит людей на полезных и бесполезных. Ты накормил меня, не зная моего имени, а оставленные деньги отдал тем, кому они требовались сильнее. Сохрани это качество, когда получишь власть». Натан принял наследство, уволил нечестных управляющих, вернул сотрудникам удержанные деньги и запретил выбрасывать пригодную еду. Через год возле старого вокзала открылась столовая «Новый шанс», где любой человек мог получить горячий обед, работу и обучение на кухне. Брэндон попытался оспорить завещание, но проиграл дело и был вынужден отказаться от прежней роскоши. Вскоре он впервые устроился на обычную работу и начал понимать, каким трудом отец создал свое состояние. В главном ресторане Натан повесил табличку со словами Ричарда Хадсона: «Наследство следует оставлять не тому, кто дольше всех ждет твоей смерти, а тому, кто способен сохранить смысл созданного тобой дела». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.